Мы находимся в зале художника Виктора Михайловича Васнецова. «Богатыри», «Аленушка» – знаменитые картины художников, в которых мастер обращается к сказочной теме, к русскому былинному эпосу. На рубеже 1870-1880-х годов Васнецов первым из русских художников обращается к былинным, фольклорным мотивам, к русским сказкам. На протяжении своей жизни Васнецов работает в разных жанрах, обращается к разным видам искусства и в каждом проявляет себя как новатор. Обратившись к русскому фольклору, он обогащает русский реализм второй половины XIX века. Художник работает с театральными декорациями и поднимает этот вид искусства совершенно на новую высоту. Он работает как архитектор. Именно по его замыслу архитектурному возводится дом-мастерская в Москве, который сегодня является музеем Васнецова и входит в комплекс Третьяковской галереи. Историю сказочной темы Виктора Васнецова связывают с усадьбой Абрамцева, усадьбой мецената Саввы Мамонтова, которая буквально привлекает к себе художников второй половины XIX века, и там образуется абсолютно уникальная творческая атмосфера. Именно там Васнецов подолгу гостит и работает совместно с художниками Поленовым, Врубелем, Серовым. Вместе с Поленовым и Репиным Васнецов работает над созданием церкви Спас Нерукотворный в Абрамцево, произведение архитектуры, с которым приходит к нам в Москву неорусский стиль. Образ сказочной Аленушки художник видит именно в Абрамцево. Васнецов вспоминал об этом так. «Я увидел Аленушку реально в Ахтырке, когда встретил простую русоволосую девушку, и в ее глазах было столько одиночества, столько печали, типично русской печали. Это сиротство, это одиночество тронуло меня до глубины души». Реальный образ, реальный мотив соединяется в картине «Аленушка» с сказочным образом русских народных былин, русского фольклора. В витрине в зале рядом с картиной представлены этюды к этому полотну. И там мы можем увидеть ту самую простоволосую девушку, образ которой так поразил Васнецова. Здесь в первом этюде это ключевой образ. Рядом в этюде мы уже видим, как появляется образ природы, детали, которые окружают эту героиню и вместе создают уникальный гармонический образ. И вот в завершенном полотне мы с вами видим, как образ природы соединяется с образом Аленушки в едином душевном состоянии, создавая неповторимую атмосферу русской печали, того самого одиночества. Природа не просто еще один герой картины. Это единая гармония, душевное состояние. Серое, затянутое тучами небо, кажется, вот-вот заплачет. Печальные деревья с грустным золотом осени. Эти детали повторяются в ритме на первом плане картины. Листья желтые так плавно и медленно плывут по глади воды, в которую всматривается Аленушка печально, задумчиво, грустя о своем братце Иванушке. Вот оно, душевное состояние природы в картине, которое соединяется с душевным состоянием героини. Очень гармонично, действительно не просто созвучно, а создавая единое целое. В картинах Васнецова фантазийные мотивы соединяются с реальным образом. И вот этот разработанный прием художника станет характерной чертой искусства, которое впоследствии будет связано с модерном. Картина «Богатыри» Васнецова, которая находится в этом зале, никогда не покидала своего места. Это последняя работа, которую приобретает Павел Третьяков в свое собрание. И здесь снова реальность, фантазийная история, русский фольклор, философия соединяются в единое целое. Художник обращается к одной строке эпоса: «Вышли богатыри русские посмотреть, нет ли где ворога и не обижает ли кто кого». И каждое слово этой строки открыто в картине. Три русских богатыря в центре: Илья Муромец, воплощение русской силы, богатырской мощи удалой. В его руках самое тяжелое богатырское оружие — палица.
рядом с ним на белом коне Добрыня Никитич, воплощение достоинства, рассудительности. Самый молодой богатырь Алеша Попович, в его руках самое быстрое оружие – лук и стрелы. Но вместе с тем в другой руке Алеша Попович держит старинный русский музыкальный инструмент – гусли. Вот оно воплощение разных граней богатыря русского. И силище удалая, и достоинство, рассудительность, и чувствительность души, умение душой понимать, воспринимать, сопереживать. Монументальный пейзаж, на фоне которого происходит это событие, и там в глубине еще одна история русская, былинная, «Витязь на распутье», камень, который заставляет, прежде чем сделать следующий шаг, подумать. Каждая деталь в картине несет в себе определенный смысл, и каждая деталь раскрывает мудрость и красоту былинной истории, русского характера, фольклора и русской сказки. Картина «Богатыри» – огромное, философское и вместе с тем глубоко реалистическое произведение.